Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. Меня часто спрашивают об инструментах, которые я использую в своих видео. И сегодня я покажу все то, чем пользуюсь я. Если что-то заинтересует, спрашивайте в комментариях. Я буду добавлять ссылки в описании на эти товары. Начнем с того, что у нас уже есть какое-то растение. Вот для примера я сегодня взяла одно маленькое растение и одно большое. Фикус бенджамина, сам по себе он небольшой, но посажен в кашпо с автополивом. И когда в него залита вода, он довольно-таки тяжелый. А его необходимо двигать, чтобы помыть полы под ним. Также его приходится как-то доставлять в душ, чтобы сполоснуть его листья, потому что вытирать его тряпочкой это нереально. Вот, и я пользуюсь вот такой подставкой на колесиках. То есть горшочек наклоняется, под него ставится подставочка, растение становится на нее сверху, и куда надо можно его переместить. Также легко можно вытащить, переместить другое растение, либо растение может так стоять на ней сколько нужно. Дальше, уход за растением. Конечно, нужны будут леечки. Я использую вот таких два вида леек. Одна вот с таким широким носиком, ей очень удобно поливать вот такие большие растения. Вторая леечка у меня с тонким носом, ей как раз таки вот удобно поливать вот такие маленькие. Этот предмет, я думаю, знаком всем. Единственное, что посоветую, брать самый мелкий, чтобы над растением такой образовывался больше пар, туман, а не крупные капли, как после дождя. В моем доме очень много тропических и субтропических растений, поэтому, конечно же, необходим датчик температуры и влажности. Я стараюсь поддерживать влажность от 40 до 50%. Растениям, конечно, нужны удобрения. Лучше, конечно, использовать отдельно для цветущих, отдельно для декоративно-лиственных, но если нет возможности покупать что-то отдельное, то можно купить универсальное. Чтобы развести удобрение, вам потребуется мерный колпачок, который, как правило, продается вместе с удобрением, и мерный стаканчик, чтобы отмерить необходимое количество воды. Для некоторых растений иногда возникает необходимость внести отдельно какой-то микроэлемент. Например, это может быть железо. Для этого я использую вот такие весы, которые позволяют измерить сотые доли грамма. Когда я делаю пересадку растений или их обрезку, например, таких как фикусы, с которых при обрезке может капать сок, конечно, я использую коврик. У меня уже он такой весь поцарапанный, видно, что рабочий. Его можно разложить просто в ровную поверхность, можно вот так вот края сцепить. Получаются такие бортики, и земля меньше разлетается во все стороны. Размер этого коврика метр на метр, бывают меньше, по 70 сантиметров, бывают и больше. Чтобы насыпать и перемешивать грунт, я использую вот такой совочек. Также бывает необходима вот такая маленькая лопатка, где-то что-то подкопать, поправить. И если при пересадке на листики и стебли внутри где-то попадает земля, то бывает необходима кисточка, чтобы вот так вот аккуратненько с растения все стряхнуть. Для обрезки я использую ножницы, но использую ножницы вот такие специальные для растений. Они отличаются от обычных бытовых тем, что у них лезвия более короткие, более тоненькие. За счет этого легче подбираться куда-то в серединку кустиков, то есть вот этими ножницами прям вот туда куда-то залезть будет неудобно, можно случайно срезать какой-то листик. Более тонкими маленькими лезвиями подобраться, конечно, легче, и все это легко обрезать. Следующий инструмент для обрезки — это секатор. Ими я уже срезаю более толстые веточки, которые ножницы уже срезать не могут. Ну вот, например, вот так. И еще один инструмент для обрезки веток — кусачки, которые вот я обещала показать, когда делала видео по обрезке крассулы. Вот они наконец-то дошли до меня. Ими очень удобно срезать веточки так, чтобы ствол оставался гладким, потому как вот таким инструментом это сделать не всегда получается. Давайте продемонстрирую вам, как они работают. Допустим, вот у меня пенечек, и срезаем. И у меня есть еще один инструмент. Это ножовка, такая маленькая пила. Она уже, конечно, нужна там, где никакой секатор не возьмет. Как, например, вот такой толстый ствол. То есть тут либо нужен большой садовый секатор, либо можно попробовать ножовкой. Давайте спилим какой-нибудь ствол на этом фикусе. Выберем вот здесь место потолще и... Шутка. Пилить ничего я сегодня не буду. Кто поверил, что я отпилю ствол фикусу, поставьте 3 восклицательных знака в комментариях. А мы уже потихоньку подходим к концу. Осталась у меня здесь лупа. Это для того, чтобы рассматривать каких-то вредителей на растениях. Ну и небольшая аптечка. Активированный уголь, чтобы присыпать срезанные корешочки. Марганцовка, перекись водорода и небольшой набор средств от вредителей и грибных заболеваний. Хорошо, если не пригодятся, но под рукой лучше иметь. Вот весь инструмент, которым пользуюсь я. Напишите в комментариях, что используете вы. Жду ваших вопросов. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами и до новых встреч.